В 2021 году компания Moto Guzzi отметила свое столетие, в честь чего был представлен сумасшедший концепт Весто Mandela. А уже в этом году завод Mandela del Lario представил серийный байк как модель 2023 года. Невиданный ранее Moto Guzzi отличается передовыми технологиями, поскольку бренд прокладывает путь в будущее с помощью инновационных технических решений. Это первый в мире мотоцикл с адаптивной аэродинамикой. Первый Moto Guzzi, оснащенный полуактивной подвеской, инерциальной шестиосевой системой с наклонной АБС и, как ожидалось, жидкостным охлаждением. Весто Mandela отказывается соответствовать или вписываться только в одну категорию. Он компактный, спортивный, динамичный, ездит как родстер, но с комфортом и тягой к путешествиям, типичными для лучших туристов. Весто Mandela получил инновационный дизайн, который, как и у всех Moto Guzzi, фокусируется на демонстрации уникального и неповторимого двигателя V-Twin. Линии далекие от ностальгии и предлагающие современный взгляд на самые краеугольные камни стиля Moto Guzzi. Это ясно видно по формам бака, которая отлита непосредственно к мускулистым головкам двигателя, боковых панелях под сиденьями, прорези которых является явной отсылкой к легендарному Лиману 1976 года, и в верхнем обтекателе, отдающему дань уважения Лиману 1981 года и модели Moto Guzzi 850. Весто Mandela — это мотоцикл 21 века по своему стилю и технологиям, воплощающий характер и аутентичность, характерный для всех Moto Guzzi. Сердцем Весто Mandela является новый компактный V-Twin с поперечным расположением, архитектура которого соблюдает традиции, что гарантирует уникальную передачу крутящего момента и неповторимый звук Moto Guzzi. Двигатель на 103 мм короче, чем мотор V85 TT. Его фактический рабочий объем 1042 кубических сантиметра. Силовая установка выдает 115 лошадиных сил на 8700 оборотов в минуту и 105 Нм крутящего момента на 6750 оборотов в минуту. При этом 90% момента уже доступно при 3500. Он передается на заднее колесо посредством шестиступенчатой коробки передач и карданного вала, который спрятан в одностороннем маятнике. Скоростные характеристики производитель пока не указал, а вот средний аппетит 233-килограммового мотоцикла заявлен как 4,7 литра на 100 километров. За торможение отвечает, естественно, система Brembo. Это два 320 мм диска с моноблочными четырехпоршневыми суппортами спереди и один 280 мм диск с двухпоршневым суппортом сзади. А теперь переходим к самой интересной функции мотоцикла. Новейшая технология Moto Guzzi, на которой было потрачено более 200 часов в аэродинамической трубе, способствует повышению комфорта и воздухозащиты благодаря впервые в мире внедренной адаптивной аэродинамической системе, которая автоматически регулирует положение дефлекторов по бокам 17-литрового бака в зависимости от скорости и выбранного режима езды. Полностью поднятые аэродинамические дефлекторы снижают давление воздуха на водителя на 22%,
что приближает V100 Mandela к уровню защиты от потока воздуха к более объемным и менее спортивным туристам. Комфорт при езде еще больше повышается за счет лобового стекла, высоту которого можно регулировать как вручную, так и с помощью электроники. Эта инновационная система дополняет первоклассный пакет электроники, включающий в себя газ по проводам Ride-by-Wire для точного контроля производительности и расхода топлива, усовершенствованный блок управления Mirelli, шестиосевую инерциальную платформу для эффективного управления, круиз-контроль и наклонный ABS для обеспечения активной безопасности при торможении в поворотах. На 5-дюймовой цветной TFT панели можно выбрать 4 режима езды, а именно путешествие, спорт, дождь и дорога. Каждый из них управляет 3 различными режимами работы двигателя, 4 уровнями контроля тяги, 3 уровнями торможения двигателем и также версии S с калибровкой полуактивной подвески Öhlins, которая может автоматически адаптироваться к типу езды и дорожным условиям. Топовая версия также имеет функцию быстрого переключения передач, рукоятки с подогревом и мультимедийную платформу Moto Guzzi, которая позволяет подключать смартфон к приборам через Bluetooth для расширения его функций. Цена за рубежом на V100 Mandela будет начинаться от $19 000.